Продолжается развитие танца этого бреда на бреде. Касается, конечно же, забоя. Ну, собственно говоря, смотрите, забои в Сибири скота у фермеров совершенно незаконно, частная собственность. Фермеры слишком добрые, я считаю, в России. Надо было просто встречать шквальным огнем. Это ваша собственность. Нам же говорят капитализм. Капитализм вошел на твою территорию из дедушкиного дробовика нахрен. Но это мое мнение, что так было бы правильно, если бы это было возможно. Но было невозможно. К тому же, наверное, подозревали, поэтому, когда уходила какая-нибудь женщина, да, у нее по-тихому раз, как мерзавцы, как подонки, как черви, заползали на территорию и умерщвляли скот. Ну, это так вот было, значит, в Сибири. Вот, и все приходят к мнению, что, ну, конечно же, это мало того, что зачистка от конкурентов. Давайте не забывать, что после этого начали вымогать, ну как-то вот попадается разрозненная информация, землю. То есть отжимать землю у этих фермеров. У них убили хозяйство, отжимают землю, просто их вот все. Гуляйте в Асе, то есть перекати поле. Все, просто лишились земли, счастья, семей, там некоторые очень сильно зависели, там, да, и люди, которые с инвалидностью. Ну, в общем, сейчас не буду все это пересказывать. Короче говоря, попытались некоторые блогеры втолкнуть фейк, ну, чтобы обелить власть, что там был ящер. Это попытались протолкнуть и как бы от власти посмотреть. Но я так понял, что люди это совершенно не приняли, все уже давно нарисовалась, чья основная заинтересованность в этом. И поэтому сейчас, ну как обычно, это просто в каждой новости по поводу каждой ситуации бывает такой проброс, а потом его опровержение. Давайте мы приплыли немножко к факту опровержения. Новосибирские власти назвали фейком документ о ящере у коровы фермерши Паниной, ну вот у которой по-тихому умертвили. На сайте, по-моему, если я ничего не путаю, на сайте управления ветеринарии Новосибирской области заявили, что распространяемые материалы не являются официальными документами и не могут считаться достоверным подтверждением каких-либо обстоятельств. По словам Паниной, копию документа она получила в рамках дела, которое рассматривается в Калининском районном суде. Фермерша утверждает, что эти материалы есть в судебном деле с деталями, печатями и подписью судьи. Ранее журналист Евгений Митрофанов опубликовал документ, который, как утверждалось, всплыл во время суда Паниной против местных властей. Я за Панина, давайте мы... Я за Панину. Друзья мои, я так слежу за тем, что развивается, стараюсь, по крайней мере, со своей стороны помогайте и развиваться, и распространять такие видео. Что касается забоя сибирского скота, очень массово пытаются замять всякими там оппозиционерами какими-то. Это не первый случай. Так Марцинкевича грязью поливали, резонансные дела пытаются задавливать. Я напомню, Настя Муравьева, вы мне не поверите, но это факты подтвержденные. Настя Муравьева, тюменское дело. Ее фотографию подкинули на аллею ангелов. Отзывается? Отзывается? А знаете кто? Вот, Стасик как просто. Так, случайно, типа. Во время поездки на Донбасс, словно за этим и ехал. А вы там политически, да, обсуждаете? Молодцы, молодцы. Заминали то дело, очень резонансное было. И он там фотографию ее так раз и туда залепил. Чтобы размыть, замять и заскандалить. Журналисты заметили, он потом из ролика вырезал у себя. Едем дальше. Еще раз, это все не первый раз. Методика и почерк для меня просто знакомый. В нем говорилось, что в начале марта специалисты взяли пробы у коров в хозяйстве семьи Паниных, а затем исследовали их в государственной лаборатории Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения. У одной из коров типа нашли ящер положительный. Думаю, пытаются втолкнуть они эту идею. Последим, что как будет дальше. Еще раз, ящер так ящер, я не собираюсь быть против, а иначе Мираторг вас как-то очень сильно на слуху. Но ящер придется доказывать, и границы перекрывать, и из магазинов изымать ваше мираторговское мясо. А вы как хотели? Что-то мне подсказывает, что, друзья мои дорогие, те, кто придерживается очевидной версии, все-таки, наверное, история подтвердит нашу версию, хотя не будем забегать вперед. Самое главное, берегите себя, будьте поосторожнее. Кстати, разбор готовлю сейчас в очередной раз, напоминающий эту историю. Забой сибирского скота забывать нельзя. Пытаются замять все эти блогеры, оппозиционные, меняют они там позы, не знаю, Вася только между ними ходит и выбирает, куда бы свой носок пристроить. Это мы все знаем. Следим, значит, все нормально. Увидимся.